Приветствую вас, милые девушки! Приветствую вас на своем канале, который посвящен молодости, красоте и сексуальности. Я Екатерина Дударь, реабилитолог женского здоровья и инструктор по интимному фитнесу. Сегодня хочу с вами разобрать, как же неправильно качать пресс. Мы очень много качаем пресс и все-таки не можем обрести наш заветный живот мечты. Почему это не происходит? Давайте разберем самые главные ошибки, как качать пресс нельзя. Итак, ошибка номер 1. Как качать пресс нельзя. Лежа на спине, классические скручивания. Мы укладываемся на коврик. Ноги присогнуты в коленях. И мы начинаем подъемы корпуса, при этом скругляя спину, тянуть голову за шею, к коленям. При этом живот наш выпирает, и мы тянем вот этот корпус, подтягиваем его к коленям. Когда мы уходим назад, у нас появляется такой лордоз, прогиб в пояснице, таз уходит назад. Опять же таки говорю, это грубая ошибка. Мы опять скругляем нашу спину, тянемся головой к коленям, надрываем шею. Живот выпирается домиком и возвращаемся обратно. Что происходит при этих движениях? Первое. У нас скругляется спина. Если скругляется спина, соответственно, у нас некорректно начинает работать наша грудная диафрагма, так как у нас грудная клетка схлопывается и некорректно работает грудобрюшная диафрагма. Мы тянем шею. Что делать нельзя? Мы натуживаем шею, мы ее тянем вот за голову, мы подтягиваем себя к коленям. Шея, точно так же, как и все постуральные мышцы спины, должны быть при этом ровными и активированными. То есть должно быть осевое вытяжение. Позвоночник наш должен быть вытянут как шест, и постуральные мышцы спины должны быть активны, должны быть включены. То есть если мы делаем классические скручивания, то спина и шея должны выглядеть вот так. То есть плечи должны быть разведены, локти должны быть разведены в стороны, позвоночник длинный шест. Шея – это продолжение спины, не должно быть никаких изгибов, никаких подворотов шеи. Также при возвращении на коврик появляется гиперлордоз, да, это говорит о том, что наши постуральные мышцы еще не готовы к такому типу нагрузок. Почему выпирает живот домиком? Живот домиком выпирает, потому что наши мышцы живота не готовы к таким нагрузкам. При классических скручиваниях задействована только прямая мышца живота. Не задействована поперечная мышца живота, не задействованы косые. Поэтому они слабые, они проседают, и наша прямая мышца живота берет на себя всю нагрузку и не справляется. Поэтому появляется такой домик, что есть очень опасным, так как может привести к диастазу. Подъемы ног. То есть мы поднимаем ноги вверх и опускаем вниз. При этом у нас появляется опять же гиперлордоз в пояснице. Потому что таз у нас не стабилизирован, и таз уходит назад, тем самым появляется прогиб в пояснице. Мы поднимаем ноги вверх, живот у нас опять выпирает домиком, потому что мышцы остальные живота не включены. Здесь прогибается поясница. Так делать тоже нельзя. Нужно укреплять живот комплексно. Нужно укреплять все мышцы живота комплексно. То есть работать с поперечной мышцей живота, с прямой мышцей живота, с косыми. Как с ними работать, я расскажу немного позже. Третье упражнение, которое часто выполняется и в котором также допускаются ошибки, что делать нельзя. Мы укладываемся на коврик. Руки у нас за головой. И мы делаем такие сильные скручивания до колен. При этом мы поднимаем ноги и локтями пытаемся стремиться к коленям. Уходим назад. Мы так прям резкие делаем движения. Опять же таки мы надрываем шею, перенапрягаем. Живот у нас выпирает домиком. Появляется внутрибрюшное давление. Мы продавливаем наши органы вниз, так как мышцы тазового дна не активированы при этом. При разгибании корпуса у нас также появляется гиперлордоз.
А вот в этом скрученном состоянии, если не подтянуты мышцы тазового дна, мы давим своим внутрибрюшным давлением на мышцы тазового дна, тем самым провоцируем опускание внутренних органов. Это грубейшая ошибка. Так качать пресс нельзя. Упражнения с классической закачкой пресса не только не дают нам нужного результата, того, которого мы хотим, но еще и вредят нашему здоровью, нашему организму. Мы уже разобрали, что это очень вредно для наших мышц тазового дна, способствует опусканию внутренних органов, перегружает нашу поясницу, наши мышцы спины, а также плохо влияет на нашу осанку и на работу грудобрюшной диафрагмы. Давайте же разберем, как правильно качать пресс, как обрести желаемый живот, как похудеть в области талии. Упражнение номер 1 для активации поперечной мышцы живота. Мы будем выполнять упражнение под названием Капалабхати в кошке. Для этого мы становимся в положение кошки, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами и начинаем выполнять здесь резкие форсированные выдохи. Вдох будет происходить как бы самопроизвольный, такой будет вдох. Мы делаем резкие форсированные выдохи, при этом на каждый выдох мы подтягиваем мышцы тазового дна, и мышцы живота будут устремляться внутрь. Выглядит это таким образом. Самое важное условие: на каждый выдох обязательно подтягиваются мышцы тазового дна и живот уходит внутрь. Упражнение номер 2 – это вакуум, или, как его называют в йоге, Удияна Бандха. Что важно знать при освоении вакуума? При освоении вакуума у нас будет происходить работа с замками, с банхами, как их называют в йоге. Первый у нас будет перекрываться горловой замок, что перекроет нам доступ воздуха через верхние дыхательные пути, через нос и рот. Далее второй замок корневой, мышцы тазового дна активируются, подтягиваются мышцы тазового дна. И третий замок — это сама Удияна Бандха, сам вакуум, когда мышцы живота подсасываются внутрь. Мы становимся в позицию рыбака, где стопы у нас расположены под тазобедренными суставами. Ручками мы упираемся чуть выше колен, пальцы смотрят внутрь. Вакуум повторяем 3-5 раз. И упражнение номер 3 – Наули Крия. Центральные жгуты или волна животом. Как же выполняется центральный жгут? Центральный жгут – это такая маленькая часть, которая встраивается в вакуум. То есть начало и конец упражнения остаются такой же, как при классическом вакууме. Мы делаем резкий форсированный выдох, выдуваем весь воздух из легких, перекрываем голосовую щель, мышцы тазового дна, живот уходит внутрь в вакуум. Здесь из вакуума мы начинаем активировать прямую мышцу живота. Прямая мышца живота проходит от центра грудины до лобковой кости. Поэтому для того, чтобы нам активировать прямую мышцу живота, нам нужно это расстояние сократить. Так как мышца продольная, она сократится при сокращении этого расстояния. Как мы можем сократить это расстояние? Мы можем его сократить путем подворотом таза. То есть, когда мы подворачиваем таз, обратите внимание, вот это вот расстояние сокращается. Таз уводим назад, расстояние увеличивается, растягивается живот. Подвернули таз, это расстояние сократилось, и прямая мышца живота сократилась. Итак, мы начинаем из классического вакуума, и из классического вакуума мы начинаем подворачивать таз под себя, и живот как бы при этом немного расслаблять. Мы хотим как будто вывалить живот, но при том, что таз сократился, он у нас не вывалится вот таким вот мешком, а именно сформируется мышца живота, которую мы сможем вычленить из нашего живота. После того, как будет освоен центральный жгут, мы можем переходить к вращениям.
забывайте, пожалуйста, о том, что наша цель не только обрести красивый рельефный животик, но и также не навредить нашему здоровью, а наоборот его укреплять и заботиться о нем. Качайте мышцы живота правильно, заботьтесь о своем здоровье и улучшайте свое качество жизни в целом.